Ребят, всем привет! Очень рад видеть вас на канале Своими руками. Все мы, или большинство из нас, имеют дело с шуруповертами. Работаем с битами, чего-то закручиваем, откручиваем. И вот знакомая многим картина. Зачастую биты приходят в негодность. Недавно я узнал, что биту для шуруповерта можно закалить, тем самым продлив срок службы инструмента. В общем, сегодня я решил провести эксперимент и выяснить для себя и показать вам, возможно ли закалка биты в домашних условиях или в гаражных условиях. В общем, что мы сделаем? Нагреем одну биту до красна обычной газовой горелкой, охладим ее в холодной воде и сравним ее характеристики с такой же битой из одной и той же партии на ее износостойкость. Пробуем и посмотрим, что из этого получится. Теперь возьмем саморезы, также из одной партии, и попробуем с помощью наших бит убить одинаковое количество таких саморезов и посмотрим, как это отразится на состоянии биты, прошедшей закалку и не прошедшей закалку. Проверяем. Начнем с биты, которая не проходила закалку. Попробуем ей ушатать 5 саморезов. Будем использовать обычную дрель для того, чтобы ускорить процесс. И берем нашу супер биту закаленную. Даже дерево задымилось под саморезами. В ходе испытания вот до такого состояния мы угробили саморезы. Ну что же с битами, смотрим. Так, сравниваем. Это бита, не прошедшая закалку. Вот как видно, носик у нее немножко съела. Ну а что же с нашей закаленной битой? Как видите, закаленная бита тоже пострадала. И пострадала не меньше, по моим ощущениям, даже больше. Давайте сравним. В общем, ребят, какой делаем вывод? Закаливание наобум, не зная марки стали, не зная точной температуры нагрева, нам не помогла. Надеюсь, видео будет вам полезным и вы сделаете соответствующие выводы. Всем пока!